день, дорогие друзья! Наконец-то мы на связи, наконец-то мы начали запись наших коротких видео. И сегодня, в разгар пандемии коронавируса, мы начнем обозрение того, что предприняло польское правительство для помощи предпринимателям. Итак, как известно, правительство Польши ввело антикризисный щит. Это определенные положения закона, они были приняты, эти положения, 31 марта 2020 года. И программа Тарчи антикризисовой была создана, чтобы противодействовать экономическим последствиям пандемии и направлена на поддержку предпринимателей и работников в трудное время. Большинство этих правил вступило от 1 апреля. Сегодня хотел бы подробно остановиться на том, как практически получить освобождение от уплаты складок, фактически взносов за своих сотрудников на оплату социального страхования в управлении социального страхования, то бишь ЗУС. Итак, одним из основных решений, направленных на защиту трудовой занятости и поддержание финансовой ликвидности, является освобождение небольших компаний до 10 сотрудников от взносов за март, апрель и май 2020 года. С 18 апреля вступают в силу поправки в законодательство о расширении возможности освобождения от уплаты взносов в ЗУС предпринимателя, также для компаний, которые трудоустраивают от 10 до 49 человек. Предприниматели могут подать заявление на освобождение от половины взносов в ЗУС. Итак, практически разберем, как подать это заявление и какого решения можно ожидать. Немножко теории. Освобождение на оплату распространяется на взносы за предпринимателя и лиц, работающих на него. Воспользоваться могут как самозанятые, так и предприниматели, которые взносы платят за себя. Распространяется это освобождение на систему социального страхования и обеспечения, медицинское страхование, фонд труда, фонд солидарности, а также фонд гарантированных выплат работникам и пенсионный фонд. При этом как предприниматель, так и лица, работающие на него, сохраняют за собой право на получение пособий в области здравоохранения и социального обеспечения. Какие нужно основные условия выполнить? Итак, основным условием является введение несельскохозяйственной деятельности до 1 февраля этого 2020 года и уплата взносов на собственное страхование или же на страхование сотрудников. Также трудоустройство должно быть менее 10 человек, то есть фактически 9 – это максимальное количество сотрудников, которое может быть трудоустроено на компании. И по состоянию на 28 февраля 2020 года. Чтобы получить освобождение от обязательств по уплате взноса, нужно подать заявление в Институт социального страхования ЗУС, которое можно подать в электронном виде через платформу Поиск ЗУС. И именно это мы сейчас с вами и пройдем. Важным фактором также является отсутствие задолженности на конец 2019 года перед ЗУСом. Хотя данный аспект не особо регулируется в постановлениях антикризисного счета. То есть фактически у нас гласит следующее, что компания должна не быть в трудном экономическом положении. А трудное экономическое положение регулируется постановлениями другого пункта закона. И в двух словах это означает, что компания не была в ликвидации, что не была в реструктуризации, а также не имела на конец 2019 года задолженности, которые бы превышали 50% уставного капитала. Итак, дорогие мои друзья, для того, чтобы подать заявление, а мы одновременно, знаете, я буду вам рассказывать, и одновременно мы будем записывать у нас экран, для того, чтобы можно было вам очень простенько сориентироваться, как это можно сделать самим дома без помощи третьих лиц. Для того, чтобы подать заявление на освобождение от уплаты взносов, нам нужно войти на портал ЗУС, zus.pl, портал логования, ссылочка будет у вас под видео. Итак, вписываем логин, пароль и входим. Далее, после входа, если у нас более чем одно лицо, подключенное к плательщику, нужно будет выбрать плательщика. Это у нас справа сверху. Изменить плательщика. Выбираем нужное лицо. В нашем случае это наша главная компания. В левой панели управления мы переходим вниз «Документы и сообщения ЗУС». Далее мы выбираем «Рабочие документы». После этого мы должны нажать на кнопочку «Утвуж документ новый». Это «Создать новый». Выбираем наше заявление РДЗ об освобождении от обязанности по уплате взносов. Нажимаем «Утвуж документ».
и нам создается формуляр в электронном виде. Первая страница заполняется автоматически, данные подтягиваются с ЗУС, и вторая страница это как раз то, что нужно будет у нас заполнять. Да, пункт 2 это содержание заявки, и на основании положения закона от 31 марта вы, как заявитель, просите об освобождении от обязанности по уплате невыплаченных взносов. Первое, это будет касаться у нас только акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, и именно плательщика, который оплачивает взносы за третьих лиц. Выбираем месяцы, за которые мы хотим иметь освобождение. Пункт 2 при обозначении первого автоматически не обозначается, но для справочки это у нас второй пункт для частных предпринимателей, а также членов партнерств и товариществ. Так, возвращаемся к нашему. И третий пункт это для священнослужителей. Переходим к странице номер 3. Это у нас нужно дать информацию относительно вида деятельности, который у вас главный на выписке с КРС, если мы говорим про общество с ограниченной ответственностью. Далее пункт номер 4.2, это очень важно, это информация об экономическом положении субъекта, которому будет предоставлена государственная помощь. И на основании этих данных орган социального страхования определяет, имеет ли право данный субъект на освобождение от выплаты взносов. Итак, информация у нас, да, пункт 1, вернее пункт А, это у нас гласит следующее: в случае и акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и товарищества с ограниченной ответственностью сумма непокрытых убытков превысила 50% уставного капитала. Да, нет, неприменимо. Обязательно нет. Если мы укажем да, то автоматически компания не будет иметь возможности получить данную субсидию. При обозначении А второй пункт у нас принимается за необозначаемый. Почему? Потому что это у нас касается полных товариществ, партнерств и простых товариществ. И тоже не имеется ли сумма непокрытых убытков и превышает ли она 50% от капитала, согласно бухгалтерским книгам. Тут мы, конечно же, обозначаем «не касается». И третье – это соответствует ли наше предприятие, заявитель, критериям для банкротства. Также обозначаем «нет». Пункт 4.3. Получала ли организация, которой будет оказана государственная помощь, уже другую помощь, компенсирующую негативные экономические последствия COVID-19, обозначаем «нет». Если да, то нужно будет указать сумму помощи, дату ее получения, форму этой помощи, дотация, гарантия, либо что это было, а также лицо, либо организация, которая данную помощь вам дали. Когда все данные заполнены, как мы видим, это очень простой формуляр, мы его проверяем, если никаких ошибок нет, мы его записываем. Закрываем. И переходим к отправке. Обязательно нужно обозначить согласие, да, что подписывая данную заявку, я принимаю и подписываю все заявления, содержащиеся в данной заявочке. Ставим галочку «Принимаем». Далее у нас имеется возможность выбрать, в какой форме мы хотим получить информацию относительно рассмотрения нашей заявки. Электронно-традиционная почта, либо в отделении ЗУС. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим. Мы выбираем, конечно же, электронно. И нас перенаправляет на возможность выбора способа подписания. Да? Мы выполняем услугу предоставления заявления РДЗ, и выполнение этой операции требует подписи документа. Какие у нас варианты? Профиля ПУАП, личная подпись, а также квалифицированная электронная подпись. Мы выбираем ЭПУАП, и нас перенаправляет на страницу ЭПУАП, где, вписав данные и подписав заявку, мы уже не будем ее подписывать сейчас, потому что она уже была отправлена, она у нас будет отправлена. Для того, чтобы посмотреть, отправлена ли заявочка, можно войти в «Отправленные документы» и проверить, была ли она отправлена, дата и время отправочки. На этом с инструктажем по отправке все, и еще несколько пунктов, с которыми хотел бы вас ознакомить. Итак, как там знать, какое решение ЗУС принял, рассмотрев наше заявление, а также что мы получим? В первую очередь, давайте для понимания определим, что заработная плата с 1 января 2020 года в Польше составляет 2600 злотых брутто. Что это значит? Что сотрудник получает на руки 1920 злотых 62 гроши. Не берем во внимание льготные категории, это студенты, либо
сотрудники до 26 лет. Фактически, что мы имеем? Что 63% от получаемой суммы нетто работодатель уплачивает в виде налогов и взносов на социальное страхование. Получив освобождение за одного сотрудника, при минимальной зарплате можно получить освобождение на уплату взносов ЗУС на общую сумму 1090 злотых 86 грошей. Причем эта сумма разбита практически на две равные части. Одна часть причитается на стороне сотрудника, то есть сотрудник должен выплачивать из своей зарплаты брутто 558 злотых 48 грошей. А работодатель, в свою очередь, выплачивает 532,48. Что мы платим в ЗУС? В ЗУС мы платим пенсионное страхование, страхование по инвалидности, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, фонд труда. Как же нам знать, посмотрел ли ЗУС наше заявление и какое решение он принял? Для получения ответа мы обратились к представителям органов социального страхования, и вот какой ответ мы получили. Что если заявление рассмотрено успешно, то баланс счета изменится. ЗУС освобождает от обязанности по уплате взносов, причитающихся в течение не более 30 дней от даты отправки расчетной декларации. Если же решение будет негативное, то есть в случае отказа, информация о решении по заявке будет доступна на портале ПОЭ ЗУС, если мы выбрали способ коммуникации с нами через интернет-портал, либо может быть отправлена в виде стандартного письма. Как и говорил, информация о позитивном рассмотрении к нам не поступает. Что быть, если мы, например, подали заявление за март, до 15 числа мы апреля оплатили причитающиеся взносы на соцстрахование за март, а потом получили освобождение. Без проблем можно будет подать заявление на возврат оплаченных взносов. Либо же эти оплаченные взносы можно еще использовать как аванс на оплату в будущем. Так что фактически деньги не теряются. Спасибо, что вы с нами. Будем записывать новые видео и делиться с вами нашим опытом. Консульт Инвест, как всегда, на связи.